Всем привет! Мои подписчики знают, что я оказался в ситуации, которую многие звукорежиссеры считают страшным сном. Необходимость сводить исключительно в наушниках. Я перепробовал много коммерческих решений, но не смог найти того, которое идеально бы вписалось в мой рабочий процесс. И в итоге я написал свой плагин, который закрыл все мои вопросы. И мне настолько нравится результат, что я решил поделиться им с общественностью. При использовании наушников в качестве устройства мониторинга есть несколько проблем. И я предлагаю обсудить каждую из них в контексте того, как я ее решил. Существует миф, что главная беда наушников – это их кривая АЧХ. Но на самом деле врет любой контроль. Тут очень много переменных, и погрешности в сборке, и ваша комната, и даже то, как вы слышите и чувствуете музыку, это переменная, которую очень сложно измерить. В связи с этим идеально ровная АЧХ – это не гарантия хорошего контроля. Что такое плохой контроль? В моем понимании плохой контроль – это когда каждое решение по миксу вызывает сомнения. А сомнение – это главный враг инженера. Время уходит на борьбу с паранойей. Это бас гудит или мне кажется? Это в гитаре много середины или эта система мне так подкрашивает? А что такое хороший контроль? Для меня это понятность. Это ситуация, при которой каждое решение по миксу принимается уверенно и при этом приводит к высокой транслируемости. Система не должна делать звук красивым, ровным или скучным. Она должна сделать его предсказуемым. Вы можете пытаться держать в уме тот факт, что, например, вот здесь провалена нижняя середина и задраны верха. Но вы не сможете количественно оценить эту ошибку в момент принятия решения по миксу. Почему? Потому что у человека, как у вида, очень плохая слуховая память и очень высокая слуховая адаптивность. Я не стал изобретать велосипед. В качестве основы я выбрал проект AutoEQ. Это большая база замеров различных наушников, и, насколько мне известно, даже некоторые коммерческие продукты опираются на них. В Roof Control коррекция выполняется за счет стека EER фильтров. Вы подготавливаете профиль на сайте AutoEQ и загружаете его в плагин. Это делает из наушников ту самую точку отсчета. Профиль убирает грубые ошибки тембра, создавая фундамент. Теперь не нужно гадать, можно просто принимать решения. Вторая проблема наушников – это физическая утомляемость. Так называемая суперстерео – это когда сигнал слева мы слышим только левым ухом, а сигнал справа только правым. В реальной жизни мы все слышим не так, мы каждый источник звука слышим двумя ушами, и эту проблему я тоже решил. Я взял классический алгоритм BS2B и добавил в него критически важный параметр – ITD – Interaural Time Difference. Это микрозадержка в доли миллисекунд, с которой сигнал доходит до противоположного уха. Эти крошечные цифры меняют все. Звук отлипает от чашек и выстраивается перед вами, как перед реальными мониторами. Это позволяет работать часами, не теряя концентрации. Важный момент. Блок True Stereo – это тонкая психоакустика. Если при его включении или отключении вы замечаете сильное изменение тембра или АЧХ, значит что-то настроено явно неправильно.
При его включении или отключении сам тембр должен оставаться ровно таким же, каким он и был. Изменениям должны подвергаться только пространственные ощущения микса. Полноценный мониторинг, помимо того, чтобы быть понятным, должен еще и давать возможность инженеру сфокусироваться на определенной области. Недаром в любой крупной студии, помимо основного большого контроля, есть еще и один или несколько вспомогательных. Можно обойтись и без них, но при помощи дополнительного контроля можно экономить кучу времени, находя проблемы в узких зонах. А время — это наш самый главный актив. Я собрал в единую систему все то, что помогает мне тратить меньше времени. Одно нажатие на тулбаре, и я моментально слышу микс в другом контексте, не выходя из сессии. Давайте посмотрим на практике. Я хочу показать на примере, как я провожу аудит. Я взял трек из библиотеки YouTube, он довольно популярный, и тем интереснее чекнуть его и посмотреть, что там на самом деле происходит со звуком. Обратите внимание, что при переключении между режимами кубов винила и мейнов меняется не только количество баса, а еще и баланс инструментов. И уже на этом этапе есть подозрение, что микс развалится в режиме Full Range. Да, на больших системах трек сильно гудит и совсем не грувит. Давайте разберемся, почему так, послушаем саб отдельно. И вот тут вылезает вторая проблема. Бас-то гудит, а бочки совсем нет. У бочки есть щелчок, но не слышно ее фундамента. И очевидно, что именно поэтому у трека плохая транслируемость на большие системы. Однако это еще не все. Есть в плагине особый режим Slav. Это режим, в котором слышно только подвижную часть микса, детектор атак, так можно сказать. Вы слышите бас? И я не слышу. А это значит, что он медленный, в нем нет микродинамики, он просто заполняет пространство статичным гулом. Для качественного звука нам нужно движение, а здесь его нет. Подведем итоги по аудиту. Мы имеем проблему балансировки бас-гитары в миксе, у бас-гитары недостаточно читаемости и подвижности, и есть острая нехватка фундамента у бочки. Все это найдено за 5 минут, с кружкой кофе в руке. Можно ли найти все эти проблемы, используя только наушники? Разумеется, можно. Вопрос только в скорости работы. Ну и давайте послушаем в этих режимах исследуемый трек и хорошо сведенный референс.
но тут, я думаю, без комментариев. Конечно, это далеко не все, что можно рассказать о системе, но целью данного видео был не полный обзор возможностей, а скорее знакомство с самой философией инструмента. Roof Control полностью бесплатен. Ссылка на GitHub и на ветку на форуме Reaper, где идет основное обсуждение проекта, будет в описании. Качайте, пробуйте в своих проектах. Roof Control – это инструмент, который я сделал для самого себя. Здесь нет ни маркетинга, ни секретных алгоритмов, ни обещаний волшебного звука. Только то, что нужно для того, чтобы принимать уверенные решения. Когда контроль становится прозрачным, работа превращается в удовольствие, где бы вы ни находились, в топовой студии или у себя на кухне с чашкой кофе. Ну а если вы хотите, чтобы кто-то с удовольствием свел вашу музыку, моя почта в описании. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и пока!